Какая красота, посмотрите. Это Германия, наверное, да? А что это, картофель тереть? По зубьям как будто картофель тереть. Сколько стоит такая? Угу. Ну. Угу. Говорят, это для сыра или для овощей? Ну, вообще резко. Ой, ну шикарная, шикарная, да. По-моему, он сказал... А, 5 тысяч он сказал, по-моему. Шикарная вещица. А это для кофе. Прикольно. А это подчастник, кстати. Круглые часики вставлять. Да. Тем временем дождь все-таки начался. Я зонт с собой не взял, у меня он вообще... Ой, как же мне нравится вот эта штука. Вот этой дамы. У нее цветки отломаны. Я не помню, по-моему, они за 5 отдавали. Но мне очень она нравится. Зонт у меня открылся и не закрывается. И поэтому его надо выкинуть и купить новый. Тоже красивая вещица. Ну, и бежал уже сюда, и поэтому не купил. Так, ну что. Так она мне нравится. Вот эта статуэтка. Она старинная очень. Необычная вещица. Наверное, белье доставали раньше этим. Ну, предположительно, может быть, лапшу, лепешки. А может быть, и то, и другое. Красивая вещица для интерьера. Здесь вот такие манишки, или как это, блузончики, такие кофточки. Тоже старенькие. Какие, наверное, 70-е годы. Может быть, даже 60-е. Сисечка 1,5. Латунь. Прекраснейшая. Вот потихонечку надо приобретать такие вещицы стоящие. И из них уже складывается ваш интерьер. Иногда выделять на что-то более крупное. Вот это очень красивое. Ух ты, оно же с инициалами. Тяжеленное. Какую цену? 12. Красота. Ух, какое тяжелое. Угу. Просят 12, но можно. 19 век, конечно, видно. Но мук это дешевле. И это шикарнейшее. 18. Вот это очень красивое. Ну, в этих рядах очень красивый товар. Сами ряды красивые. Все такое отборное. Все отборное. Это такой шкафчик в виде книг. Яркое пятно такое, да? Кувшинчик какой-то старенький. Он с мордочкой, с лицом. Смотрите, какие часики невероятные. На такой подложке, подставке. О, вот это роскошь, вот это царская. Сколько таких? 75 тысяч. 75. Там только эта фигура, эта деньги стоит. Лампа, сказочка тоже, мечта. Осталось только обтянуть тканью. Какая красивая. Проводка есть. Переходничок только нужен будет под евро, под современные розетки. Такую мы с вами видели, похожую, где на Тишинке. Вот только не помню, ножки такие были или другие. Но ножки, конечно, обалдеть. Это я пришел под зеленую крышу. Помните, то я вам рекламировал это место. Гравюры какие красивые. В свадебном платье, да, она похожа? Зеркальце у нее в руках или что там? А у этой веер в руках. Это более строгая дама, а это такая молодая девушка. Здесь украшения от старинных платьев.
Но они здесь, как правило, очень-очень дорогие. Ну, по идее, они этого стоят. Просто кто-то бы спонсировал дизайнера российского, тогда бы он мог себе позволить. А так это очень дорого, недоступно такие вещи. Духи. Видите, какое, как сказать, самореклама, самопрезентация. Здесь, наверное, тоже были зеркала по углам, просто выпали уже со временем. Потому что есть очень удивительно уникальные. Да, продавец говорит, что это окопная работа, ложка, выполненная из гильзы. Что у них времени было много в окопах, они сидели и вот делали разные предметы, наши солдаты. И это не единственный экземпляр, что вот много работ различных было в те времена. Окопных таких моментиков. У него щетка, вот это, по-моему, из кости. Слоновая кость. А, даже слоновая. Да, это слоновая кость, а с лошадиного хвоста не будет. Сколько она стоит? 5000 стоит. 5. 19 века. Видите, она с инициалами, да. Печать. 5 штук, 5000. Подставочки под приборы столовые. Хрусталь. Вот у него там еще есть варианты. Вот такие. А это вот отсюда, сюда поставим. Это то же самое, да? Да, это то же самое, но уже в наборе. С гравировочкой такой. В одной коробке. А это папиросные, да? Для папирос? Для стоит. Я тебе денежки принес. Здесь еще из кости различные браслеты. Я ждал на Кишинке. Я в прошлый раз как тебе принес. Так, ну мы пришли к нашей знакомой. Давно у нее не были, помните? Это недели две недели назад я, наверное, выкладывал вас. Добрый день. Что-нибудь покажете нам? Да, покажу. Сейчас, секунду. Да, занимайтесь. Вот у меня есть интересные крючки. Крючки? Я думаю, что часть ваших зрителей знает, что это такое. Вот они. А, вот эти. Ага. Да. Это глубокое посередине. У них две функции. Официальная функция их используют для коперов. То есть вы приготавливаете яйцо и вытаскиваете его из... Прелесть. А еще версия, этими крючками зашнуровывали обувь, либо корсеты у женщин в 19 веке. Да, вот это я чаще слышу. Да. Ну вот это мне понравилось, как вот так раз подхватили и достали. А сколько должно вариться яйцо в нем? 5-6 минут. Причем хозяйки меня поймут, что иногда прям минута решает многое. Но оно там целое, в скорлупе же яйцо варится? Нет? Оно, разбивается? Смотрите, оно вот так сюда выбивается, разбивается яйцо. Этот котлер на одно яйцо. Ставится в емкость, ставится на огонь, в воду и варится, кипятится 5-6 минут. Не больше. И яйцо получается, его называют яйцо пашот. По-советски, по-русски это смятку, мешочек. Очень вкусно. Привет из детства называется. А такой малыш сколько стоит? Малыш стоит 2500. Обычно эти куклы покупают коллекционеры, которые дополняют родную одежду или шьют что-то такое. Такой интересный очень, да. А это у нас что? Это очень интересная вещь. Это хрусталь. Называется роузбол. Роузбол. Возьмите роузбол это для небольших букетов. Они бывают разные по величине. Бывают большие, там в диаметре 15-18 сантиметров. То есть, условно говоря, цветочек вот так вот вставляется. И, конечно, гладиолус вы сюда не поставите, но фиалки, ландыши, нарциссы, тюльпанчики. Ну, получается, обрезать нужно как бы коротко, вот примерно вот таких размеров, абсолютно нормально. Это такая, это тоже старенькая, где-то 70-е, 60-е, 70-е годы. Для
Марин. Да, это очень хорошие органайзеры такие для ключей, ключницы. Дома просто вот необходимо иметь такой. Все ключи будут в одном месте. И не надо будет бегать, искать. Не разбрасывать, не искать. А в какую они цену? Они по 3500. По 3500. По 3500, да. Ключи от машин очень удобно. Все, что можно как бы подвесить, пожалуйста. А вот это, ну, наверное, подчастничек, да? Это вот то же самое. Вот он, побольше. очень Это подчастник красиво. из слоновой кости для людей, которые пользуются карманными часами, как бы тоже коллекционируют. А сколько он стоит? Они стоят по 10 тысяч. Это По 10. Просто этот поменьше, а тот побольше. Это поменьше для женских часиков. Побольше, Для да. женских поменьше. А вот еще интересная вещь. Она как бы абсолютно недорогая, но вот очень востребованная. Покажите. Такие вот гребешки. Мы с вами даже, по-моему, про них говорили. Да, видите? говорили. Да, это вот настолько актуально. Что некоторые ищут такие, да. Некоторые ищут, да, это очень актуально, потому что у каждого есть бабушка. Они стоят по 150 рублей. Всем бабушкам привет. Да, а вот привет. такая история сколько стоит? Это стоит 7 тысяч. И это для уховерток, для зубочисток, для Первое слово что было? уховертки. Ну, Это чистить уши. Как их еще назвать? Не знаю, первый раз Ну слышу да, такое да, слово. уховертки, да. Ага, ну может быть как-то по-другому. Ну, палочки да. для Да. ушные Ушные палочки, да. Вот. То есть это... Ну, вот это замечательный тоже предмет. Они все несут одну и ту же функцию. То есть, в принципе, можно и для маленьких цветочков, но как бы... но А не это карандашница. сахарница, да, у нас? Это нет, Нет? это икорница. А приклеено, чтобы да. Чтобы Это, каждый да, не залез. Да, не залезли. Это 19 век, икорница. Большая. Да, да. 4000 она стоит абсолютно. А вот очень скромные, но при этом очень интересные или коллекционные вот эти вот стаканчики граненые. Мухинские стаканчики, Да? вы знаете, да? Нет, пока не слышал. Ну, в следующий раз я вам расскажу Про мухинские мухинские. граненые стаканчики, да. Он У них там как необычный. определенное количество граней, да. Грани сглаженные. Да, да. Вот, например, здесь красный май. Май или май? Написано, да? Май. Май. Ага. Хрустальный завод ХЗ, да? Да. Так, я вас на секундочку оставлю. Конечно, да. Ключи очень интересные, потому что есть и коллекционеры. Мне надо с собой взять замочки, чтобы ключи подобрать. Вот, да. Есть вот коллекционеры, эти. которые Двойные даже какие-то. для интерьерных работ. Да, мне нужны вот эти маленькие. Я же купил витрину, которую вам еще не показывал, крутую, очень красивую. Сделал себе подарок на годовщину канала. Золотую витрину я все-таки приобрел. Вот еще интересно, между прочим, вот эти вот чашечки называются цветок месяца, the month, the flower of the month. Вот, цветок месяца. Они считаются коллекционными, потому что эту посуду сейчас уже не выпускают, завод закрыт. Каждому месяцу принадлежит свой цветок. Посуды такой много, то есть это может быть не только чашечки, это могут быть там Это для чего? чайники. Это набор ключей для карманных часов. Вот о чем мы с вами смотрели. Вот для них, да, для них. Это оригинальные ключи 19 века, достаточно редкие. Ой, а вот это что за штука? А это нож. Нож такой вот многофункциональный. Тут можно и открывать, и что-то еще. Брать. Да. Понял. Вот. И еще я вам сейчас... Хотел вам вот эту печать показать. Тут мне, конечно, профессионально все описали, но уже я забыл, как это все называется. Сердолик, сердолик, здесь кость. И серебро. А сама штука это как называется? Герб Инталия. 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 Да. Герб наверху Анубис. Это египетская мифология. Инталия это когда рисунок внутрь ну не выпуклый, а вовнутрь когда сделан. Инталия. Здесь кость. Красивая вещица, правда? Печать фамильная. Шкатулка.
шкатулочка, которая стоит на кухне. Это называется пироже. Сюда еще можно вставлять такую специальную штучку, зажигать спички. А, шаркать, да? Да, я не вот помню, эту как штучку, она... Да, шаркать. да, Обо да, что шаркать? А сюда вот либо об этом, либо сюда еще вставляется, вот, ну, сами знаете, да? Вот ну, вот эту коричневую штучку. коричневая штучка. А То есть... сюда вы складываете эти спички, чтобы они Сожжённые. были сожженные, да. То есть вот об эту тоже может загореться Да, спичка, да, да? да. Пироже. Пироже, да. Забавно. То есть это не... И закрыл, и все аккуратненько, И все да? аккуратненько у вас на А кухне. сколько же стоит такая прелесть? Это 4000 рублей. Латунь, это старенько, тут изображения какие-то есть. Да. Девочки, мальчики, стремимся найти пироже из своих кухон. Чтобы был порядок, особенно у кого газовый комфорт. У кого газовый, да. Да, прелесть. Узнали новую вещь. Пироже, новое слово. Да. Ну, легко запомнить, да? Пирожок, пироже. Да. На французский манер. Приятно. Всю эту масонскую вот эту вот тематику. Но это кто-то руками своими сделал, да? Правильно? Собрано просто. Авторская художественная работа. Это вот как раз таки масонская А, это тематика. сюда? Все эти инструменты масонские. Ничего себе. Очень классная вещь. Очень Щипцы, интересно. клещи, цепи. Да, здесь все. А где утюг здесь? Он Так, сказал, цепи утюг. нашли. А где ножницы утюг? нашли. Тюк внизу, А, вот он. основание. Основание. А, это основание. Это И удила лошадиные. Ну, я думаю, что это такое интересное? Это, оказывается, плафон от этого светильника. Ну, здорово. Здорово. А это вот что можно просто это крючок. что Очень угодно повесить. интересное. Да? Это лампа, масляная лампа. Это было в средневековье вообще-то. Оно Масляная лампа. на море. Сюда помещается лампа, отсюда вытаскивается фитилек. Да, то есть вот такая вот и подвешивается. Ну, Костя просто использовал, повесил на крючок. Крючок тоже Так, а продается. рыбки же тоже что-то означали. Рыбки это азиатская Тема, да? тематика, да, ну крючочек просто такой, но тоже старый, да, то есть девиз. Ну, можно даже полотенчик повешать, да, Можно, кухонное? да, можно полотенчиком. Да, В на наше кухне. время. Да, да. Мгм. Ну, то есть только не Икеа. А это такое сверло. Да. Интересно. Сейчас я вела. Ага. Сразу обратил внимание. Звоночек, колокольчик, посмотрите, какой интересный. У него деревянная ручка внизу, вверх латунная, да еще и гравировка, прорисовка какая-то. Здесь цветочек необычный. 3000 он стоит. Тонкий звон. Красивая вещица для вызова этих Что это? помощников, слуг, то бишь. Благодарю. Это веер. Туалет. Это веер. Да, еще 1000 рублей. Из чего он? Костя, из чего веер? Такой орех. Орех, да, точно, гладенький Давай весь попробуем такой. развернуть. Я стесняюсь вас, мужчина, да? И Так, очень а что здесь? интересная шелковая- Латунная, да? Да, латунь. И интересная ленточка, вот эта, она старенькая, ее видно, и немножечко с износом. И, ну, под зеленой крышей не так заметно, а так у нее очень красивый отблеск. Мгм. То есть при Да. в миру В миру. это будет, да, В людях. это будет очень красиво в Мгм. людях. Это товар, он у Костаса был. И он говорит, вы самое главное не сняли. Это 20-е годы сумочка. Бисерный, вышивка бисером. И плетение, и А всё видно, вышивка. Все Ну, видно. как хорошо видно все. Так, Вот для с такой размеров петлей, давай бархат старенький. Даже колокольчики, бубенчики, Колоколь- видите, бубенчики, тоже да. сшиты из этого. Внутри Шелк всё внутри. чистенько. И я давай, чтобы было видно. Ну вот 20 000 она стоит. Поэтому и нужны инвесторы и спонсоры российскому дизайнеру, чтобы приобретать вот такие вещи, Старый бисер. составлять коллекции и так далее. Очень красивая, конечно, вещица. И даже цвета говорят вот о том времени, цветовая гамма. Ну, те времена, когда как раз роскошь была
приветствовалось тоже. Но сейчас очень много реконструкторов, которые используют этот. Я на рынке встречаю людей, просто удовольствие смотреть. Шикарная вещица. Людей, здесь просто зеленая крыша, и оно читается по-другому. Вот мы ее вынесли на свет от зеленой крыши. Видите, даже свет от зеленой крыши ложится на землю. Видите, она здесь по-другому совсем выглядит. Прекраснейшая вещица. Какая вещица? А можно карандашики, можно ручки складывать. Вот так можно на столе просто стоять. У Марины. Марина же, верно? Да, Марина. Марина. И места много не занимает. И ручки всегда, или перья, что там будет, карандашики всегда на месте. А можно даже белое или черное перышко вставить, и оно так будет торчать здесь отсюда. На такой ножичке. А здесь, кстати, вот здесь собака, волк и медведь, разные звери. А что тут, наверное, это значит, наверное, что-то. На творчество этрусков. Этруски – это народ, который цивилизация, которая населяли итальянский полуостров. У Марины здесь висит зеркало, но она лично в него смотрится. Я его достал, она говорит, оно не продается. Это латунь с позолотой, остатки позолоты видны. Пойдемте туда на свет, а? Пойдем. Договоритесь тогда. Латунь с позолотой начала 19 века. Каждый рисунок несет символизм, то есть здесь пчелка и юнок с семенами. У зеркала есть фасет, по-моему, называется. Фасет, да. То есть это говорит о том, что зеркало очень старенькое, и плюс другая, не гальваника, а там была другая технология изделия. Вот, ну и так видно, что оно старенькое. Да, да, то есть это осталось у меня. Да, осталось от моего коллеги, который ушел. Вот, я решила себе оставить это на память. И плюс еще хочу отметить, что все такие старинные зеркала показывают лица в другом изображении, то есть не всегда красивый. Вот сейчас привлекательный. Привлекательный. Сейчас выключишь зеркало, посмотришься и прям вот в опере. А, это к опере, ага. Какие-то лица немножко страшненькие. Возможно, да. Возможно, да. Вам виднее еще. Скажи, да? Ага. Очень интересные, да. Ну, они хороши тем, что вот они в комплекте. И их можно повесить. Еще несколько. А, еще несколько. Это одна над другой, и это будет очень красиво вот для оформления. Вот это интересное по сюжету, да, на птице сидит мальчонка. С обеих сторон роспись и маркировка. Ну, правда, какие-то лица у них страшненькие. Что у детей? Да нет, все равно. Им нужно смотреться в это зеркало ваше, чтобы себя видеть красивыми. Птица действительно красивая. Так, ну ладно, побежал я дальше. Спасибо за ваши эти новинки. И до новых встреч. Спасибо большое, Марина. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. La 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 la